Друзья, вы на канале «Путешествие вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы прилетели в Кутаиси. В этом ролике вы увидите немножечко Грузии, какая она вкусная, гостеприимная и очень интересная страна. Так что приятного просмотра. Целый ряд всяческих интернетов, есимов. Сразу же, когда прилетите сюда, можно здесь купить. Полностью видовое стекло на взлетную полосу и с видом на горы. Друзья, это прям супер. Как круто придумано. Облака и самолеты. Аэрофуд. Конечно, тут особо трафика-то нет самолетов. Но посмотрите, как все сделано. Сколько солнца много. Потолок декорирован настоящим деревом. Курилка на улице. Хочешь кури, хочешь не кури. Во внутренний дворик выйти и подышать свежим воздухом. Из аэропорта выходишь, чистота. Но проехав чуть дальше, конечно, это все уже ликвидируется. Ну и окраины Кутаиси, так себе я вам хочу сказать, по чистоте. Никогда не меняйте валюту, как вы только вошли, потому что здесь курс, конечно, заниженный. Такси до Кутаиси стоит где-то 35 лари. Поменяйте только, чтобы вам на дорогу хватило. А уже в городе поменяйте деньги по нормальному курсу. Соответственно, из Кутаиси в аэропорт, если вызвать через программу, там попросите в отеле, то 22,50 стоит. Вообще-то Кутаиси постарше будет Тбилиси. Но если сравнивать с Россией, вот есть у нас Москва и есть Санкт-Петербург. Также есть и в Грузии 3 города основных. Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Город, в принципе, очень приятный. Посмотрите, какие граффити. Граффити – это, мне кажется, то, что вообще скоро надо в ЮНЕСКО их отправлять. Потому что это отражает и настроение, и состояние. И самое крутое граффити, на мой взгляд, которое я видела, это, конечно, бабушка, которая месит тесто. Это прям Лувр. Друзья, что-то мы как-то заблудились, искали знаменитый ресторан «Систерс». Они переехали, не переехали, непонятно. Грузины некоторые забыли русский, не выучили английский. Мы тоже так по-разному не выучили грузинский. Сейчас поедем, посмотрим, как там будет интересно. Очень много отзывов хороших. И что там будет вкусного, посмотрим. Смотри, какие-то старые лавки. То есть там интерьер древненький, говорят. Первое впечатление о Грузии. Все очень прекрасно. Видно ориентация на западных, так сказать, соседей. Вот. Но, тем не менее, чувствуется и колорит, и все-таки субтропическая составляющая. Не знаю, очень, очень прикольно. Кстати, ваше здоровье. Грузинское оранжевое. Я вот по нему давно как-то очень так приверженность имею. В общем, по еде, что могу сказать? Все очень ярко, вкусно, сырно. Но вот это вот заведение, оно больше ориентировано на европейское меню. Посмотрим, как это будет сейчас с точки зрения национальных каких-то. Хотя этот ресторан во всех рейтингах, он там топ лучший по интерьеру, по там всяческим местным мишленам. Не знаю, посмотрим. Да, помимо интерьера и ощущения предвкушения грузинской кухни, когда вот эти две барышни, которых зовут Нана и Кате, заиграли самую мою любимую мелодию танго, это прям мурашки и слезы. Очень атмосферный ресторан. Почему «Систерс»? Потому что владельцы заведения 3 сестры. Вот долго-долго пришлось искать. И как я почитала, мы не одни такие, знаете, потеряшки. 3 раза обошли по центру города, пока нашли. Отчасти это музей, отчасти это арт-объект. И вот видно, сколько у них наград всяческих. И предметы быта старинные. Все сделано с любовью. И много гостей, и гости веселые, и гости отмечают праздники. В общем, это поход в такой ресторан, как будто бы ты идешь в музей кухни грузинской, и идешь на концерт, и идешь в какую-то грузинскую семью. Слушайте, ну,
Конечно, надо было в таком ресторане немножко подождать, но бонусом офигенная музыка, еда просто потрясающая. Она вроде как обыкновенная, грузинская, которую мы все знаем. Извините, пока была музыка, мы немножко подъели. Это пхали, отрыв башки. Вот это вот эмеретинские хачапури. Это что-то невероятное. Много сыра, тесто волшебное. И обычный салат, помидоры и огурцы, но в грузинской вот этой вот ореховой заправке. Слушайте, больше ничего не надо, никакого мяса. И вот еще взяли, принесли именно локальное, региональное лобио. Вот целое ведро. Я сейчас попробую, но не знаю, как там. Это уже не съесть. Оно еще с орехами. Но я уже вижу, что оно фейковое. И кислое. Наверное, за счет лимонов. Не могу понять. Но это круто. Наверное, надо хлебом туда макать. И сейчас, в принципе, достаточно так непонятно. Холодно, тепло. Конец февраля, вроде 15, вроде 9, субтропики. Но эта похлебка, она прям дает тепло. В общем, Грузия даже не обсуждается. Кто не был, вот я не была. Короче, все сюда. Однозначно. Ваше здоровье. Цветут магнолии в саду у дяди Вани. Сколько много-то их. Ну что, мы на главной площади города Давида Агмашенебели. И вот перед нами знаменитый колхидский фонтан. Огромное каскадное сооружение, иллюстрирующее мифы о древней Колхиде. Вот эти все фигуры позолоченные, они не просто придуманы. Оригиналы этих фигур нашли при раскопках колхидской низменности. И археологи определили, что возраст золотых и бронзовых миниатюрных скульптур – это 5-6 тысяч лет. Зашли выпить утренний кофе вот в такую миленькую, уютную кафешечку. Но место достаточно туристическое, и, как я уже обратила внимание на стилистику, это вот такое, знаете, немножечко обшарпе, чуть старое, с элементами ретро, чердаков, дач. Ну, есть такая тенденция. Не всегда мне нравится такой вот формат заведений. Но посмотрите, сколько разных записок. То есть здесь приезжают люди и туристы в Грузию со всего мира. Абсолютно. Это не только страны СНГ. Это просто с разных концов света. Потому что Грузия – это вообще чудо, которое... Вообще Грузию сравнивают с Сингапуром с точки зрения, как они сделали рывок в туризм. Кто-то пишет записочки с пожеланиями мира, добра, признанием в любви. Ну, соответственно, кто-то кого-то кое-куда посылает. Оставляют свои денежки. В общем, частичку себя в этом месте. Выбери, какое место надо. Какой нравится. Ну что, друзья, мы с нашим прекрасным Зурабом сейчас едем по Кутаиси, по окрестностям. И он обещал меня забрать домой и научить, как вкусно готовить грузинскую еду. Обязательно заберу и научу тебя, как делается харчо, острые шашлыки, как. И все научу. А вот смотрите, в Грузии 3 вида хачапури. По-аджарски, по-амеретински и по-мегрельски. Разные. Вот, аджарский это совсем другой, потому что там надо яйцо, масло и сыр. И он открытый, такой, да. лодочка. Открытый, да. И положишь на газ, и сам он будет. Аджар это аджарский другой. А мигрельский, грузинский это одинаковый. Ну, это грузинский чуть-чуть меньше. А это мигрельский вот такой, хотя бы. Там больше сыра надо. Вот в этом месте родился Владимир Владимирович Маяковский в 1983 году. Прекрасный субтропический парк. Птицы поют. Прям бери с очком и лови. Так вот тут, видимо,
разводили рыбу для Маяковского. А вот уже и подснежнички, нежнятина. Некоторые отцветают. Вообще субтропики – это сила. Столько всяких растений. В Кутаиси, в деревеньке Багдаде, где родился великий российский, не побоюсь этого слова, грузинский поэт Владимир Владимирович Маяковский. Вот дом, в котором он жил, вот, где сохранены все предметы быта, ну, практически все, насколько их можно было сохранить. И виден, какой был и быт, как жили, в каких условиях и какая это была семья. Отец Владимира Владимировича был лесником. Здесь очень много классных лесов, и если посмотреть вот по окрестностям, ну, субтропический климат, чтобы вы понимали. Много видов растений. Растения красивые, мимозы цветут, магнолии цветут. Вот сейчас конец февраля, и все это в полном цвету. Да, не очень тепло, где-то порядка 9-10 градусов, но, тем не менее, природа прям живет и кишит всем своим многообразием. Так вот, маленький Володя здесь рос, здесь он прикоснулся к миру литературы, и здесь стал развиваться его талант. Пока, к сожалению, его папа не умер. Папа умер очень трагично, от укола иголкой началось заражение крови. И после этого семья уехала в Москву, и там уже пошел творческий путь Владимира Владимировича. Позже он приезжал в Грузию, вот, но больше в этом доме он так и не побывал. Но зато здесь побывали мы, и вы тоже можете посмотреть это место. Отец Владимира Владимировича был лесником, и вот здесь получается такая вот экспозиция пород деревьев. Как выглядели разные буки, медвежий орех, самшит. Самшит вообще потрясающее дерево. В доме, знаете, запах дерева. Предметы личные. Газеты. 894 года газета. Несмотря на то, что дом кажется достаточно зажиточным, жизнь была нелегкая. Отцу приходилось работать больше, чем по 12 часов. Редкие минуты отдыха – это когда можно было с детьми проводить время. У Володи еще были 2 сестры и братик. Братик, к сожалению, умер, не пережил болезни. Вот кажется, субтропики, да, дом большой, такой, в принципе, я думаю, что он в то время был обжитой, прекрасный. Но зимой насколько неуютно. Постоянно дожди, так как это все равно предгорье, то и снега. Практически нет соседей. И к дому приходили шакалы и выли. И это было, конечно, очень неприятно. Ну, как детство проходило Володина? Он всегда просил маму читать ему книжки, стихи. Позже сам выучил азбуку. Хорошая была у него память, он запоминал стихи, их рассказывал. Почему Володей назвали? Потому что у него с папой в один день рождения. 7 июля по старому стилю. Вот поэтому Владимир Владимирович. А еще как-то ездили всей семьей они отдыхать в Сухуми. И там маленький Володька увидел маяк и настолько проникся к этому строению, что очень радовался, когда уже одноклассники его сокращали фамилию и называли его маяком. А будучи уже взрослым, он написал детскую книжку. Это книжечка моя про моря и про маяк. Там есть стихотворение про маяк. Друзья, совершенно потрясающий музей. И спасибо большое Грузии, и грузинскому народу, и тем людям, которые к этому приложили руку. Очень много материалов и редких, и все так собрано. Я в полном восторге. Будете в Кутаиси, в Грузии, приезжайте обязательно в Багдаде, прикоснитесь к этой части Маяковского. Совершенно гениальный поэт с очень трагической судьбой. Не мне, конечно, судить, но мне кажется, Лиля повлияла на это. Вообще, те года это прям какая-то сексуальная революция в России. Это никаких скреп не было. То ли дело сейчас. Те года, начало 20 века, вот как раз время революционных волнений, там русско-японская война, все эти призраки, бродящие по Европе, уже в России. Понятно, что студенчество и старшие классы, молодежь интересуется, что происходит. Кто-то воспринимает эти изменения положительно. Для кого-то это трагедия, кто-то вообще погибает. Ну, как в любых революциях и в революционных движениях. Но Володя, конечно, все это воспринял с восторгом. И никто не знает, что бы было бы, и как оно было бы, если бы было бы иначе. Но, к сожалению, вот жизнь его была
короткой. С другой стороны, наверное, и яркой, как иначе назвать. В принципе, что-то видел, путешествовал. Безумные поступки, безумная жизнь, талантище, безусловно. Ну, к нему по-разному многие относятся. Кто-то его хейтит. Я считаю, что он очень крутой чувак. Поэтому я здесь. Я знаю глупость, где мы и рай. Но если пелось про это, должно быть Грузию радостный край, подразумевали поэты. Владимир Владимирович, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. С одной стороны, он разочаровался в советской власти. То есть это казалось не то, что он видел в этом изначально. На это же также повлияла смерть Есенина. Также самоубийство. Ну и Лиля приложила руку, когда Владимир Маяковский увлекся Татьяной Яковлевой в Париже. Взыграла ревность, то есть она допускала, что он может ей изменять с другими женщинами, при этом будучи замужем. Но когда ей донесли, что он стал посвящать стихи Татьяне, есть предположение, что она сходила к Сталину, и Маяковского сделали невыездным. Не смог он этого пережить, и вот, как следствие, такой трагический исход. А сколько у вас пенсия? 170. 170 лари? Да, за сигарету не хватает. Только если за сигарету купишь, не хватает. А медицина у вас платная? Конечно, платят. То есть у вас тяжело жить-то? Очень тяжело. Хорошо, что мы копеек заработать. 3 такой дома было, вот такой. А вот это 2 осталось, это 3 дома. Все забрали. Мы там спали ночью 2 часа ночью спали. Когда вышел это земли. И туда, смотри, вот на пастель, все это. Вот все, что дома осталось, там раскидано по берегу речки. Трагедия. Немного в горы от Кутаиси, где-то 40 километров от Багдади. Такой прекрасный курорт, Сурме называется. И вот эти вот 4, 3, 2, вот эти вот красные штуки, там разно можно водичку пить минеральную. Но вот Зураб говорит, что лучше ее не пить, потому что потом отравишься, если будешь пить вино. Если будешь пить чачу, то можно попробовать. Вот я не знаю, пробовать мне или нет. Прям дилемма какая-то. Сейчас посмотрим. По крайней мере, лизнуть-то я ее лизну. Водичку эту. Состав. Она прям газированная. С таким металлическим привкусом. Вот. Ну да, судя по тому, какие тут отложения, она нейтрализированная. И вот смотрите, стоит регулятор, по сколько грамм можно наливать. Приезжай, живи, тут говорят санаторий. Вот он там чуть подальше. $110 в сутки. Тебя лечат, кормят, музыка играет, но выпивать не дают. Вот такой вот санаторий. А вот наверху, вот посмотрите, вот здесь, там прям в снегу деревья. Такое впечатление, что они обледенели. Очень прикольно смотрится. И, кстати, здесь прям снежинки тоже падают. В общем, холодно, надо ехать куда-нибудь вниз. Такие, уже в теплые субтропики. Ну что, привет, малыши. Гуляем, а? Западная Грузия одной из этнографических особенностей считается на кладбищах, когда покойных фотографии вставляют в короба. Это вот только здесь почему-то очень странно. И много таких могилок, где в полный рост именно вот фотографии. Еще, конечно, впечатляет, что люди похоронены, например, рядом с могилкой растет пальма или мимоза, может, какая-нибудь. В общем, я бы тоже, наверное, хотела так рядом с пальмой быть похоронена. А хинкали делаете? Хинкали я не делаю. Хинкали... Принесли нам телячий шашлык из теленка. Меня немножко подзаплетается, я уже так в чаче вся. Вот. Сейчас хочу передать вкус вам, который я ощущу вместе с ткемали. Вот. Можно направить сюда. Ткемали – это, многие, наверное, из вас знают, соус из зеленых слив или алычи. Бесенгель есть? Нет. Теленок чувствуется нежный. Но недостаточно.
Сейчас еще другой кусочек попробую. Ну, вкус потрясающий. Молочный теленок, это что там? Ну да. Ну, здоровье. Отличный день. Вообще Кутаиси один из самых древнейших городов мира. Здесь не может быть промахов с кухней. Здесь все самое the best. Ну так.